Вы когда-нибудь задумывались, кто стоит за внутренней кухней красивых стримов, серьезных турниров и интересных IRL мероприятий? Или как топовые стримеры набирают себе случайных людей из своего комьюнити на роли модераторов, с которыми они впоследствии иногда даже становятся друзьями? Или почему на ютубе вообще нету роликов по этой теме? Давайте по порядку. Примерно неделю назад, на момент съемки этого видео, закончился самый масштабный IRL-турнир по ОСУ – Roundtable. Главной фишкой турнира стало то, что на него приехало большое количество топовых игроков, что до этого почти не случалось. Это объясняется тем, что из-за сравнительно малой популярности игры, денег у игроков и большинства стримеров с игры выходит не очень много. И просто стримя игру мало кто может себе позволить взять и внезапно приехать в другую страну. Например, главный турнир по игре, ОВЦ, имеет призовые всего в $5000. Сравните это с любым рафлатуриком по КС или Доте, и разница будет очевидна. Но как же все-таки получилось собрать всех игроков, живущих в разных странах, и слепить абсолютно все нюансы воедино, по итогу подарив всем кругокликерам незабываемый экспириенс? Очень большое количество людей. Менеджеры, мапперы, художники, комментаторы и еще очень много скучных слов. Но если погрузиться в этот вопрос немного глубже, все становится гораздо интереснее. Как я уже говорил, совсем недавно закончился Roundtable, на данный момент самый большой IRL турнир по ОСУ. За 3 дня было проведено 2 турнира. В первый день ивента состоялся первый турнир формата Battle Royale. Battle Royale в ОСУ. Да, вы не ослышались. 16 игроков случайно поделили на 2 группы, и игроки играли одну карту в одном лобби 8. Каждую карту выбывал один игрок, сыгравший ее хуже всех. Из каждой группы вышел победитель. Чемпионом первой группы стал IMFN Select, ветеран турниров, выигрывавший ОВЦ 2 раза. Ему противостоял Мрек, топ-1 игры на данный момент. Противостояние закончилось со счетом 7-1 в пользу Мрека. Второй турнир начался на второй день, и проводился он по самой обычной системе турниров 1 на 1, Double Elimination, где, чтобы вылететь с турнира, тебе нужно сначала проиграть в верхней сетке, а потом в нижней. Матчи были действительно жаркими, но по итогу осталось 2 игрока. Утами, игрок, имеющий 4 место в мире, против уже упомянутого топ-1 мира, Мрека. 2 сильнейших игрока турнира и всей игры столкнулись в честной битве. Забирая карты друг за другом, они шли бок о бок, но все решилось на последней карте, именуемой тайбрейкером. Утами победил Мрека со счетом 7-6. Прямо перед завершением трансляции последнего дня BTMC, человек, который проводил это мероприятие, сказал одну очень интересную для меня фразу. On the production team we have Deadrote, internationally from Russia, staying up late into the night, early into the morning to watch every single second of it and make sure every single moment is good. Мне сразу же стало интересно, кто такой этот Deadrote и как он умудрился, находясь в России, выполнять такую важную роль на таком большом мероприятии. Я нашел его Discord и задал ему пару вопросов по теме, так как это показалось мне интересным. Но я немного не учел, что Deadrote настолько крутой чувак, что на 3, казалось бы, маленьких вопроса он выдал мне огромный структурированный текст, описывающий его знакомство с BTMC, путь до главного менеджера и его задачи непосредственно на турнире. После прочтения текста я, польщенный таким детализированным ответом, предложил ему сделать ролик по этой теме. Хоть изначально я этого даже и не планировал. Так что усаживайся поудобнее, наливай себе чай с печеньем. Ролик обещает быть интересным. Всю историю я буду рассказывать от лица Deadrote, округляя некоторые моменты, в целом передавая всю суть и всю его историю. Я нашел его канал совершенно случайно, еще порядка лет 5 назад на Twitch. На тот момент я активно увлекался игрой и просто пытался найти интересных людей в интернациональном комьюнити. Периодически заходил на трансляции без особого фанатизма. Чуть позже, зимой-весной, стал более активен внутри его комьюнити. На тот момент я был просто зрителем. В какой-то момент, после длительного времени общения в чате, мы с другими зрителями все чаще и чаще стали общаться вне трансляций. В 2020 году, в районе апреля, мы сформировали наш оффлайн чат, где мы просто общались на Твиче, пока Эд не стримил. В один из моментов мы решили создать отдельный Discord-сервер и приглашали туда самых активных участников. Их было немало, в один период сервер состоял из примерно 80 человек.
Близилось 26 июня, день рождения Эда, и мы с нашим маленьким сообществом решили подарить ему подарок. Там я выступал основным организатором, создавая кастомный сайт, который включал в себя подарки от наших ребят, плюс мой таймлайн, который в хронологическом порядке включал все значимые для комьюнити события и комментарии к этим событиям от людей из комьюнити с поздравлениями. Их было около 600. Сразу после всего этого он начал набор в модераторы для Твича и Дискорд сервера. Я подал заявку в обе команды, и мне предстояло интервью с Эдом и Зарой. Зара — это его первый Дискорд администратор с 2017 года. Ввиду моих навыков и результатов самого интервью, меня успешно приняли в обе команды. Набрали примерно 30 человек, и нашей первой важной задачей стало полностью переработать структуру сервера и правила. Уже чуть позже, когда все более-менее устоялось, мы стали устраивать мозговые штурмы для поднятия активности и улучшения общего комфорта для людей в комьюнити. Всегда было чем себя занять и занять остальных. Ну и само собой следить за порядком и соблюдениями правил. Но самым главным правилом всегда оставалось то, что мы такая же часть этой группы людей, так что все правила распространяются и на нас самих. Как модератора Твича, в первое время моей задачей было следить за порядком. Однако, учитывая, как чат себя ведет, иногда нужно просто давать чату побыть чатом, иначе очень легко просто убить все настроение и хайп. Поэтому, в отличие от Discord модерации, если мы видим, что кто-то грубо нарушает правила, то это не осуждается командой. Ну и помимо этого, надо периодически устраивать голосования, ставки или же предикшены и стараться быть активным в чате. Нужно показывать людям пример, устанавливать рамки допустимого и формировать общественное поведение. Этим я занимался и продолжаю заниматься. Спустя 3 месяца я стал администратором на Discord сервере. Тут уже стоял вопрос организации и развития комьюнити. Ивенты — это лишь один из способов создания эффекта активности внутри. Нужно уметь грамотно общаться с людьми, контролировать остальных модераторов, а также строить и развивать команду, которая способна управляться с таким большим сообществом. 36 тысяч людей на текущий момент. Иногда приходится разрешать конфликты, производить приватные беседы, давать ресурсы модераторам, если у них возникают интересные идеи или они требуют помощи в личных вопросах. До января 2022 года я продолжал свою деятельность как просто администратор, поддерживая команду модераторов и развивая комьюнити, пока в один день после длительной беседы с Эдом он не предложил мне стать одним из его менеджеров, ввиду нескольких проектов, которые он хотел реализовать. Главное отличие менеджера от администратора в том, что все выходит довольно далеко за рамки только Дискорда или Твича. Как менеджер я взаимодействую со всеми каналами на YouTube, а у нас их уже 5, курирую проекты и помогаю Эду их воплощать вместе с Кроиц, общаюсь с нашими видеоредакторами и частично курирую задачи по созданию видео для каналов. Моей основной задачей все так же является технический аспект всего и вся. Я собрал небольшую техническую команду из 4 человек, и мы занимаемся помощью по трансляциям, организацией почт, сервисов, наших серверов, у нас их уже 3, хранением всего контента и доступом со стороны видеоредакторов. Перейдем непосредственно к раундтейблу. В организации такого большого мероприятия, конечно же, будет принимать большое количество людей. Основным хостом, очевидно, был сам BTMC. В его задачи входило организационные моменты, связанные с самим местом проведения, материально-денежная часть самого ивента, продвижение ивента через контент и социальные сети, поиск и закупка оборудования, привлечение игроков для участия в ивенте и помощь в сборке оборудования. Организаторами были Кроиц и Пишифат. Их задачами было почти все, что связано с игроками, то есть внешняя логистика. Их привлечение, организация их перелетов и улетов, бронирование отелей и вся организация их передвижений, например, из аэропорта. Также они мониторили все происходящее на самом ивенте, общались с игроками, заказывали или готовили еду, организовывали перерывы. Плюс организация расстановки оборудования и мебели. Они были нашими руками, когда требовалось что-то установить, подвинуть, убрать и так далее. Далее идет команда продакшена. Это я, Джеймс и Альберт Чанг. Я занимался внутренней логистикой. Моя часть работы включала в себя подготовку всей графики вместе с дизайнерами, привлечение маппулеров и составление технического плана. То есть какая техника нам нужна, в каком количестве, куда все должно быть подключено. Также я настраивал оборудование. Настройка всех трансляций оборудования для них, сцен, всех оверлеев с анимациями, плюс настройка удаленного доступа. Мы имели доступ ко всем 12 компьютерам 24/7. А также я общался с Эдом со стороны всей нашей продакшн команды. Именно поэтому он
все стримы сидел с наушниками. Плюс я вместе с Джеймсом занимался контролем всего стрима. Все это делалось на последнем в цепочке компьютере, к которому я и Джеймс были подключены постоянно. Тут и происходила вся магия, включая одновременный стрим на телевизоре для комментаторов и игроков. Кстати, о Джеймсе. Он помогал нам с настройкой аудио в самом OBS. Это довольно муторный и долгий процесс. Но основной его задачей была серверная часть, создание RTMP сервера. RTMP, Real-Time Message Protocol, позволяет принимать и обрабатывать живые трансляции. То есть со всего нашего оборудования, камер, компьютеров, микрофонов, мы стримили не на сам Twitch, а на наш сервер. Каждая трансляция имела собственный адрес внутри локальной сети, и уже с нашего сервера все эти трансляции отправлялись на основной компьютер, где все это собиралось в виде сцен в OBS и стримилось на Twitch. Благодаря этому мы всегда видели все ракурсы со всех камер и компьютеров, чтобы знать, куда и когда нужно переключаться. Умножите это на 10 компьютеров и поймете масштаб. Не самым приятным плюсом был отдельный клиент игры для турнира. Пришлось для этого выделить отдельный компьютер. Очень большая нагрузка на процессор. Из этого, правда, вышла веселая история. Джеймс живет в Англии, компьютер для турнирного клиента у нас не было до последнего. В итоге, буквально за 16 часов до турнира он взял, пошел к своему другу на другом конце Лондона и одолжил у него видеокарту. После чего буквально за час собрал компьютер и настроил все для трансляции самого турнира на этом компьютере. То есть по факту игроки участвовали в турнире в Лос-Анджелесе, все это шло на наш компьютер в Лондон, трансляция турнирного геймплея с этого компьютера отправлялась на наш сервер обратно в Лос-Анджелес и только потом к комментаторам на Twitch. Абсурд да и только. Альберт Чанг. Он предоставил нам камеры и микрофоны, настроил их и следил за их состоянием прямо на ивенте, так как я и Джеймс работали полностью удаленно. Хочу упомянуть Дио, Нерова и Текита. Они сделали все 7 маппулов буквально за 4 дня, не забыв проконтролировать качество всех карт. Дио отдельное спасибо, так как именно он пригласил и организовал наших рефери, большинство из которых занимаются этим множество лет на ОВЦ, Карсейс и других турнирах. Именно они и еще очень большое количество людей стояли за этим ивентом. Я был бы рад упомянуть каждого, но это заняло бы гораздо больше времени. После этого я, пораженный объемом работы, проделанной Deadroad и командой, задал ему еще 2 интересных вопроса. В первом сообщении он упомянул про то, что логистикой он занимается уже не первый год, поэтому я спросил: сколько ты уже занимаешься логистикой и организацией, включая твою работу ИРЛ? Непосредственно логистикой я напрямую не занимаюсь, это больше побочный продукт во время организации чего бы то ни было. Очень сложно сказать точное время, сколько я этим занимаюсь, но если идти от самого начала, порядка 11 лет, а вот уже профессионально порядка 4-5. Откуда 11 лет? Мне сейчас 25. С 14 я начал заниматься небольшой разработкой сайтов и в то же время стал администратором на одном Майнкрафт проекте, потом на другом проекте. Потом работал фриланс-разработчиком с 17 лет и организовал небольшую фриланс-студию по разработке веб-сайтов. Просуществовала она, правда, всего 3 года. Ну и уже после этого устроился в компанию, где спустя некоторое время стал руководителем своей команды. Так до сих пор и работаю там последние 4 года. Это довольно существенный опыт, который позволяет мне делать то, что я делаю. И последний, достаточно субъективный вопрос. Насколько это сложно? От модерирования чата Твича и Дискорда до организации такого большого мероприятия, как Roundtable. Выражусь кратко и ясно. Это пиздец. Капец, я даже зарос немного покомментировал. Спасибо тебе огромное за просмотр. Если ты хочешь увидеть больше контента от меня, заходи в мой Discord канал или на мой Twitch. И не забывай про Boosty. Кстати, туда я выложил эксклюзивный ролик, где мы с друзьями-осерами гуляли по Питеру. И на этой ноте я с вами прощаюсь.